Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Перед тем, как мы сейчас полностью погрузимся в катку, я хочу сказать следующее. Всех с наступившим Новым Годом. И я не знаю, что конкретно в этой катке я буду сейчас делать, поэтому я буду играть на том, что идет. Но в целом мне бы хотелось попробовать сыграть на гритерах, потому что здесь есть гнездо Мамора, и дай бог мне придет Манки Кинг, либо Антимаг. Вот один из двух приходит, все, эта катка точно удалась. Но тем не менее, главное, чтобы на 10-м раунде ко мне пришло гнездо Мамора. Это вот самый главный, наверное, фактор. Вот гнездо Мамора и Манки Кинг, либо же Антимаг. Вот. Поэтому, ребят, делитесь в комментариях, как вы отметили свой Новый год. Я, допустим, отлично его отметил. Как видите, я выгляжу довольно-таки свежо. Значит, это что? Правильно, был удачный Новый год. Вот. Также... Ух ты, неплохо так. Также я в своем телеграм-канале написал, если что, по поводу некоторых обновлений, которые будут у меня на канале. Поэтому, ребят, кому интересно, в телеграме, который закреплен в комментариях, там все написано. Я думаю, изменения будут довольно-таки интересны, но если так вкратце, то я буду начинать изучать Teamfight Tactics игру. Ничего себе, ты уже двухзвездочного тинкера нашел, а ты, ну там, ну нормально у тебя, да? Если что, кстати, это моя первая игра сегодня. Да, в целом первая игра в этом году в авточес, поэтому будем сейчас снова обозревать этот супер сбалансированный омега патч авточеса. Ничего себе. А так можно было? Мне даже ныть не пришлось, а мне уже какое-то усиление пришло. Хотя на самом деле Вич Доктор такое себе усиление, но лучше хоть что-то, чем ничего. Правильно? Правильно. Я считаю это так. Так, ну, раз я хочу на гридерах попробовать сыграть, соответственно, мы запасаемся палками. Вот эти вот палки, они пригодятся Манки Кингу для его основной палки, чтобы его палка могла нормально так накидывать по щам. Вот, кстати, вот все обещания, которые я обещал в прошлом году по поводу роликов, там по поводу лайков, соответственно, будут Да нет, это какой-то уже заговор, алло. У меня жесткие подозрения есть. Я, конечно, с удовольствием принимаю такой подгон от рандома, от бога рандома. Спасибо, что бог рандома мне в этом году благоволит, судя по всему. Мне это нравится. Кстати, тут, наверное, будут маги. Вот у меня что-то меня подсказывает, что здесь будут тут маги. Во-первых, здесь есть Джакира. Есть Леший. Поэтому, скорее всего, тут могут быть появиться это боги, драконы, маги. В принципе, тогда мне Манки Кинг вряд ли поможет против магов. Ну, посмотрим. Посмотрим. Если антимаг придет, то будет замечательно. Если придет Манки Кинг, то, ну, что ж. Пусть будет так. На самом деле, Баратрума я считаю довольно-таки юзлес персонажем. Не знаю, не нравится мне Баратрум этот. Ну, не знаю, какой-то юзлес просто. Вот и все. А вот напишите в комментах, что... Опа. 4-й раунд гритер. Хе. А мне нравится такой подход. У меня есть 2 двоечки. На самом деле 2 двоечки так себе, но, как я уже говорил ранее, лучше хоть что-то, чем ничего. И я, наверное, знаете что? Я, наверное, выйду в уровень. Поставлю вот так вот жрицу. Она будет отхиливать моих гритеров. Мои гритеры будут иметь полный антиконтроль против своих противников. И, соответственно, дополнительную тычку на 100 единиц физического урона с неким шансом. Кстати, мне кажется, гритеры в этом патче подкрутили. Почему мне кажется, что их подкрутили? Потому что что-то слишком часто срабатывает тюрьма гритеров. Не знаю, может мне кажется, может я параноик. Так, похоже, Баратрум не такой бесполезный, как я считал. 4 удара, 4 стана в этом раунде было. Обалдеть. Реально, похоже, я как-то на него наговаривал. Так что, ребят, я забираю свои слова назад. Хороший импактовый персонаж. Да, я продам жрицу, возьму, сделаю так, пока сделаю. А может как-то... Не, или да. Хочу Абадона поставить. И как-то так сделаю пока что. Вот так. Во! Во! Вот теперь замечательно выглядит мой стол. Хотя на самом деле с Вич-доктором, я думаю, было бы поприятнее. Но я просто не особо верю в этого Вич-доктора. Он какой-то, ну вот, если честно, юзлес. Ну, не знаю. Может, это мое субъективное мнение, и я его, соответственно, не распробовал. Может, попробовать его как-то в троечку собрать под богами, под чернилами Гримтача. Ничего себе подгон.
Так, если на 10-м раунде приходит ко мне гнездо Маморы, и мне не приходит антимаг либо Манкикин, соответственно, будет маршрут перестроен, и я буду собирать котла в тройку через гнездо Маморы. Ну, естественно, если гнездо Маморы не придет. По крайней мере, тфу-тфу-тфу, чтоб не сглазить. Хочется не сглазить. Я, кстати, наверное, котла поставлю вместо Тинкера. Мне что-то кажется, котел будет намного эффективнее, нежели Тинкер. Тинкер, конечно, красава, но он очень любит свои ракетки пускать в пустое место, либо же у кого лоу хп, поэтому я этого знаю, вот это вот пьянчугу, вот это вот с ракетами. Просто вот механик от бога. Вот чисто, знаете, это вот Сидорович, который вот зажидил, вот жидит все подряд. Вот это Тинкер, который жидит ракетки фулово кидать. Он в лоу хпшного будет кидать. Да ты глянь, как Баратрум идет. Неужели он хочет ко мне прийти? Я, кстати, вместо Абадона поставлю сейчас Омника. Ну, мне кажется, жрец будет поэффективнее. Хотя, может, вообще дракончика взять этого. Я все равно буду мага дракона собирать. Он как танк неплохой. Или жреца лучше пока что оставить. А, вот, один маг-дракон будет здесь. Понял. Но у меня уже есть котел, и я молюсь о том, чтобы мне сейчас гнездо Мамора упало. Молюсь. Бог рандома, не подведи меня в этот раз. Не подведи меня в этот раз, молодой. Бог рандома, я в тебя верю. Так, ну, жрецы это окей. Мне наоборот нравится то, что против меня есть жрецы. Я смогу хоть чуть-чуть на винстрик. Боже, Баратрум так часто юзает свою пассивку, я уже считаю, что он не бесполезный персонаж. Это я, скорее всего, на него жестко наговорил. Может, 2 снайпера поставить? Может, мне снайпер в двойку придет? Сейчас этого жреца продать? 2 снайперов поставить и кайфовать, а? Как думаете, а? Жалко, не на стриме, конечно. Можно было бы подумать вместе с вами вместе. Ну ничего, в скором времени будет и стримчик. На самом деле, мне и охотники хорошо идут. Но нет! Нет, 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 нет. Ну какой Эмбер на 9-м раунде, алло? Только не Эмбер на 9-м раунде, я этого не хочу. Не-не-не-не-не-не. Дай бог, чтоб тебе гнездо Мамора не упало. Дай бог, чтоб тебе гнездо Мамора не упало. Дай бог, молюсь. Не приди ему гнездо Маморы. Молю, молю, просто не приди гнездо Маморы. Не знаю, короче, продам я этого жреца. В единицу он, конечно, такой, ну, слабоват немного. Но если снайпер в двойку придет, то, в принципе, почему нет? Под гритерами, я думаю, будет самое то. Ну, я удивлен, то, что ему Эмбер пришел. Это плохие новости для меня. Если он соберет свой билд правильно. А что я тут вижу? Мои инвестиции пришли. Плюс 5 сюда. Сюда в копилочку, родной. В копилочку все, родной. Все домой, все домой. Так, ребят, все вместе сейчас держим кулачки, чтобы ему не пришло гнездо Маморы. Все вместе держим кулачки. Я буду держать плотнее всех сейчас кулачки, потому что все зависит... Ну вот, если в действительности ему сейчас приходит гнездо Маморы, он закидывает туда Эмбера, собирает его в тройку до 20-го, он ставит потом ведьмачков и просто будет скашивать весь... Ты... У меня на языке вертится нецензурная брань по поводу его стола сейчас. У него нет денег, конечно, но стол у него довольно-таки так, ну, знаете, ну, внушает как бы страх небольшой. Кстати, паутинка у паучихи очень долго кастуется, вот смотрите. Там где-то секунду она кастуется. Мне, как по мне, ну, должна эту паучиху бафнуть, в плане того, что ее каст способности. Гнездо, 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 молю. Да. О да, родной, сюда. Кстати, я заметил один небольшой баг, я его сейчас, может, вам и продемонстрирую. Смотрите, у меня сейчас 1 из 9, видели? У котла. Хотя раунд только сейчас начался, а теперь 2 из 9. Поняли прикол? То есть, смотрите, вы 10 раунд заканчиваете, берете сразу эту реликвию Маморы, выставляете ее, закидываете сразу туда персонажа, и есть шанс, что на этом же раунде вы получите +1. И как только начнется новый раунд, вы получите еще +1. То есть у вас, по сути, будет +2. Чуймонг. Чоймонг, пожалуйста, не гнездо Маморы, не гнездо Маморы. Жалко, я посмотреть не могу, какие мы реликвии пришли. Дико жалко. Но стол у него такой, ну внушает так. Ё! Какой я дурак, у меня 3 убийцы стоит на столе.
Ух. Эта ошибка могла стоить мне только что победы и винстрика. Говорить? Котел. Котел, расти. Кушай, растишку, мой молодой. Кушай, кушай тебе надо. У тебя уже вот... О май. 2 звезды. 12 раунд, 2 звезды. Замечательно. Так, здесь будут жрецы. Меня это, конечно, не особо радует, но что поделать. Имеем то, что имеем. Так. Ну... Что? Это что сейчас было? Почему он туда вайпера засунул? Неужели он облажался и засунул туда вайпера вместо Эмбера? Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Чаймонг. Спасибо тебе. Спасибо. Просто... Моя ты сладкая булочка. Спасибо тебе. Спасибо. Обожаю этого теперь человека. Это мой лучший. Подожди. Вот это я гений. Прикиньте, я 2 раунда подряд сыграл только что на убийцах. Я настолько был поглощен эмоциями против вот этого Чуймонга, которому выпало гнездо Маморы. И я увидел то, что он закинул туда вайпера. У меня, во-первых, в глазах появилась надежда, как вы могли увидеть это. Во-вторых, шок. Ну, естественно, куда без него. Шок. И я забыл за то, что у меня даже убийцы стояли на столе. То есть у меня не было синергии Гритера. Но тем не менее, я еще не проиграл свой винстрик. Это меня радует. Вообще замечательно, у меня винстрик, обалдеть. Давно такого не было. Так, чемпион, отлично. Обожаю жрецов, когда я иду на винстрике. Обожаю. Просто это лучшее, что может быть. Плюс 3 монетки за серию побед. Спасибо. Аж такое, знаете, продолговатое спасибо сказал. Так, какой план? Какой план? А план следующий. Мы берем уровень. 4 из 9. Ну-ка, сейчас на следующем раунде давай 5 из 9. Я в тебя верю. Не нравится мне то, что там чел Дерогосу. У него сейчас 6 магов. У него, конечно, денег нету, но из-за того, что у него есть разор в двойку, есть огромный шанс, что он мне снесет кабину. Жалко, 4 из 9. Это плохо. Это очень плохо. 4 из 9 меня никак не могут радовать. Мне надо больше. Я надеюсь, что к 19 раунду у меня уже будет приличное количество котла в плане троечки. Приличное количество котла. Вот это я сгенерировал рандомную фразу, а? Как вам? Ну-ка, оцените от 1 до 10 ее в комментариях. Короче, знаете, как... Ёлки ты палки. Блин, это плохо. Я дал своему противнику, который тоже хочет играть на магах, 2 эмбера. Не, ну ладно, он уже гнездо Мамора прокекал, поэтому мне, в принципе, вообще плевать. Хоть 10 эмберов там себе... Не, 10 не надо. 2 эмбера пусть у тебя и будет. И на 20 раунде пусть у тебя не будет гнезда Мамора. Но это так, цена ошибки. Одна ошибка, и ты ошибся. Точнее, не так. Одна ошибка, и ты ошибка. 5 из 9, отлично, отлично. Если все так дальше хорошо пойдет, то на 19 раунде у меня вылупится котел в тройку. На что мы держим кулачки вот так вот все вместе. Давайте, давайте. Вот так вот. Ну, мобов я здесь выношу без единого шанса. Тут как бы гадалки не ходи. Единственное, что у меня предметы не особо подходящие для мага. Вот это вот единственное, что меня смущает, это то, что у меня в действительности предметы не для магов сейчас. Но, в принципе, что мне для магов надо? Так как я буду играть, скорее всего, драконы маги, то мне нужно следующее. Боже, как у него хорошо идут маги. У него 37 монет, и тем не менее у него уже куча двоек. Он, во-первых, сбил мне винстрик, чем себя неплохо так покормил. А во-вторых, он апнул уже себе кучу двоек. У него уже много вот двоек. О, не, ну колечко это уже более-менее похоже что-то на магические предметы у меня. Что-то более-менее похоже на магические предметы. Я, кстати, выйду из инкама вот так. Хотя, вот так вот, наверное, сделаю, а умника продам. И получается у меня на 17 раунде сейчас будет 8 уровень. А это означает что? Правильно, это 1% на хорошую легендарную фигуру. Я надеюсь на то, что ко мне придет Леший. Как-никак, Леший неплохо чистит столы.
как я в этом уже не единожды убедился, то леший, у него огромная АОЕ область, и под магами и драконами, в принципе, он играбелен. Потому что, во-первых, он бог, он бафает магов на их КД, и, соответственно, сам себя тоже бафает под драконами и магами. Потому что это все-таки понижение магического сопротивления своему противнику. И леший с АОЕ способностью так неплохо будет дамажить, если его в тройку собрать. Поэтому, в принципе, как дополнение к магам, он смотрится неплохо. Но если есть Зевс, ну, смотрите, Зевс, Хан, Леший, в принципе, замечательно подходит. Даже Рубик не нужен. Хотя, на самом деле, я бы Рубика оставлял. Рубик иногда может такую отличную способность стырить. Вот, допустим, нужный Дум какой-то, да. Ну, конечно, на бесполезную способность может стырить. Но это уже такое, знаете. Опустим этот момент. Так какой 5 из 9? Ты издеваешься? Ты что, на пенсию собрался, дед? Какой 5 из 9? 17 раунд. Уже должно быть 7 из 9 как минимум. А в идеале вообще должен ты уже в тройку вылупиться был. Потому что я целых два уровня заабузил на 10 раунде. Кстати, люди, сейчас, если даже вы проигрываете, либо выигрываете, вы получаете опыт. Это прикольно, на самом деле. Но на самом деле это сложновато все равно реализовывать, потому что книжки вы в лете не накопите, и 11 уровень и 12 вы возьмете с горем да пополам. Единственный какой вариант, как по 12 уровень, это брать реликвии все на опыт. Все на опыт надо брать. Боже, вот видите, смотрите, всего лишь 2 эмбера, а он мне так... Ничего себе зачистил стол. Прикиньте, если бы он этого эмбера собрал в тройку под убийцами-ведьмаками. Да это ж был бы караул Хавайси. Сносил бы, даже глазом не моргнул. Яичко. Яичко это хорошо. Так вот берем, так вот продаем. Яичко пока что оставляем. Хотя, разуратно. Боже, у меня иногда есть такая тема. 6 из 9. Ладно. Надеюсь, к 20-му там, ну, 21-22 раунд у меня уже котел будет в тройку. Я очень хочу котла в тройку. Очень. Кровь из носа хочу. Так вот. Ой, там 6 магов уже, боже. Надо будет рисковать и искать посох 3-го тира. Шар бездны мне тоже, кстати, необходим, чтобы переживать моего мага противника. По-любому мне шар бездны нужен будет. По-любому. Гадалки не ходи, по-любому он нужен будет. Шар бездны, в принципе, импактовый предмет. В общем, какие предметы... Подождите, стоп, что я хотел сказать до этого? Вот прикиньте, из головы вылетело, что я хотел до этого сказать. Ай, ладно, по пути вспомнил. А, вот, вспомнил. Прикинь... Не, подожди. Я про Эмбера вроде говорил. Да, ну да, про Эмбера я вроде говорил. Ай, неважно, короче. Короче, неважно. Собираем сейчас 9 уровень. На 9 уровне мы будем ролиться, выставлять себе драконов-магов и играть, естественно, от котла. Какие предметы мне необходимы кровь из носа? Во-первых, мне необходим предмет 3-го тира. Это посох 3-го тира. Самый имбалансный предмет, который только может быть в этой игре для магов. Да и в принципе не только для магов. У всех, у кого есть магическая тычка, такой как АМ, этот предмет нереально имбалансный. Вот нереально имбалансный. Сильнее предмета быть не может. Так, ну мне надо, думаю, тут плевать как-то. Вообще, ну, фиолетово. Или нет? А чё ты такой мощный? Дядя, успокойся. Как ты читаешься, Линх? Жесткий типочек. Нормально он меня там оприходовал. У меня почти 9. О, 8 из 9. Скоро мое сверхсекретное супероружие вырастет. Скоро. Осталось совершенно немножечко. Просто вот тютелька. Тютелька осталась для того, чтобы он родился. Не буду называть его королем магов, потому что если бы антимаг был в 3 звезды, он был бы намного эффективнее, нежели бы этот котел в 3 звезды. Ну, естественно, котел эффективен против одной темы, а антимаг эффективен против, ну, универсальный, короче, так назовем. Короче, вы поняли меня, что я буду вот это вам сейчас мозги засирать этой темой. Просто антимаг, он универсальный. И даже его можно под волшебниками собрать 9 магами и просто разрывать всех и вся. А если против тебя маги ставишь морских, антимаг взрывает всех и вся. Ну, тут как бы ижу все понятно. Блин, а мне неплохо так жрец этот идет. Нет, так маги появляются. Нельзя. Так, ну плащ-пальто у меня появилось.
Ну вот, маг-дракон сейчас у него винстрик, если повезет, то я ему собью ему. А, понял, у меня котел не хочет появляться, да? Ну ладно, возьмем метаморфозу. Возьмем метаморфозу. Дай бог в скором времени. А ну-ка, ну-ка, давай, давай. Повезет? Но я шар бездны скипать не могу. Шар бездны мне необходим. Вот что-что, но шар бездны мне необходим. Там как минимум есть один противник маг. Если я не найду против него БКБ, у меня будет спорная ситуация против него. Поэтому шар бездны мне будет необходим кровь из носа. Котел, ну родись уже на 22-м раунде, я тебя жду тут не могу просто. Руки трясутся, ноги подкашиваются. А, он тоже котла закинул. Но я надеюсь, у меня сейчас котел уже родится. И я начну уже его жестко так по хп прокидывать. Кстати, обузим фишечку с метаморфозой. Вдруг кто не знал, как обузить, смотрите. Я заранее не юзаю, по той лишь причине, что я хочу посмотреть первый раунд, какой будет. Если я выиграю, соответственно, я ее юзаю и восстанавливаю себе вот 6 хп, видите? 20% получается восстановил. 17 урона нанес на своем поле и 20% восстановил. Ну... О май гад. О май гад. Дед на связи. И что делать? Но я пока не могу перестроиться. Я думаю, я на следующем раунде буду уже перестраиваться. Блин, какой же Баратрум полезный все-таки. Так, это звери. Не нравятся, конечно, мне эти звери. Что-то как-то он выглядит бодренько. Ля, как спамит. Боже, мне урона не хватает его снести. 17 тысяч урона у котла. Ничего себе. Но вот этот вот молодой человек меня смущает. То, что он так зверьми меня сейчас по горбу постучал своей палочкой. Я хотел вообще-то на Манки Кинге играть. Но, судя по всему, этот сыграет лучше. Так, бог есть сюда. Так, сюда. Так, апгрейдик уже небольшой у меня есть. Единственное, что у меня нету никаких драконов. Пака я больше апать не буду, он бесполезен, не знаю. Не нравится мне пак в этом патче. Да, он дает там уклонение, но... Такое. Короче, не знаю, мне пак не особо нравится. Какой-то слабоватый пак. Не понял. А, ну я ж на гритерах играю. Тю. А я-то думаю, каким образом я сейчас кастанул себе... каким образом я кастую в Думе? Нас, кстати, надо будет... 40% хп себе восстановил. Спасибо. Куда? Так, это мне не нравится. Там что-то зверь слишком уже буйный стал. Мне надо перестраиваться. Где ж мои драконы? Так, есть, отлично. Это есть, это хорошо. Так, это мы сейчас все распродаем. Не знаю, людей оставить или не оставить. Так, 5 дракона есть, не хватает одного мага. Квапа. Ну, Квапа, кстати, как контроль вообще отлично зайдет. Как и против зверей, так и, в принципе, против мага, потому что Квапа ломает позицию противника жестко. Плюс их замешательство кидает, они там начинают в рассыпную бегать. Поэтому Квапу я пока оставлю. Это будет намного эффективнее, нежели я поставлю какого-то кунку. Пока кунка там свой корабль закастует, пока из-под тайда его вытащит, у меня уже там противники 250 раз закастуются. А вот Квапанька, смотрите. Плюк. Ой. А, нормально. Так, сколько хп восстановлю? Сюда, 8 хп восстановил. Ой, 6 хп, или 8. А сколько я там, напишите в комментах, сколько я там хп восстановил. Мне Джакира нужен. Я буду ролиться, пока не апгрейдну себе стол более-менее хорошо. Если я буду играть от одного котла, то у меня игра быстро закончится. Прям вот по щелчку пальцев. Там будет такой щелчок Таноса, что я обалдею. У меня аж в горле пересохло от такой катки, прикиньте. Давно мне настолько хорошо не шло. Так, начало года мне нравится. Квапу пока что продавать не буду. Квапа, она хороша.
Так, сколько у тебя там на твоем котле? 3 из 9. Такое мне нравится. Такое мне нравится. Отлично. Новости шикарные. Блин, если придет сейчас леший, то, в принципе, мне тогда кровь из носа необходимо будет брать уровень. Так, давай. Жезл. Какой жезл? Посох третьего тира. Ну, короче, и жезл тоже пойдет. Мне нужен посох третьего тира. Посох третьего тира. Необходим кровь из носа. Вот это да. Хо-хо-хо-хо. На 26-м раунде ко мне пришел Джеки. Ладно, у меня есть возможность перекрафтить предметы, давай. Да! Боже, хочется заорать во весь голос с такой удачей. Посох третьего тира — это то, что доктор прописал. Хотел сказать, запрещал. Не, ну в некоторых моментах доктор запрещает. А в этих моментах я одобряю. Вообще, посох третьего тира такая имба. Он пробивает морских. Вот смотрите, если вы играете через такого котла, то вы закидываете посох третьего тира, вы будете пробивать морских, если у него не будет шара бездны. Если у него будет шар бездны, то вот тогда уже молитесь. Ну, либо же не будет какого-то там шального антимага. Так, это маг. Нет, это не маг. Это что-то рандомное какое-то. Это что-то какое-то рандомное. Хафа. Ну, за рандом я поплатился. Так, плюс 2 хп, спасибо. Это какой-то зверь, человек. Там вообще что-то он непонятно собирает, если объективно посмотреть. Но зато он зарядил мне посох. Плюсы? Плюсы. И берем уровень. Нужен уровень. Мне не нравится, что там чемпион, который играет на зверях, у него винстрик. Вот это вот мне в действительности не нравится. По магам, конечно, в этой игре скудненько, но в принципе, я думаю, котла и разора в тройку будет хватать, если, естественно, разор соберется. Так, какая там расстановка? Так, ты не изменился. Котел у тебя 3 из 9. Вот это вот не нравится. Так, чемпион. Ага, расстановка у тебя такая. Ну, в принципе, значит, квапу мне надо на левую сторону кинуть. Да, вот так вот кину ее. Кайф. Не понял, откуда у меня дум? А, тут даже 2 мага, прикиньте. В катке 2 мага. Обалдеть. Лина, по сути, мне не нужна. Вот если посмотреть так на нее... Ну, зачем она мне нужна? Мне нужен какой-то либо контроль. Вообще, можно было бы, знаете, кого взять? Магнуса. Полуорг фиолетовый, который. Ой, какой-то зверь дичь делает. Ой, какую-то зверь дичь делает. Ну ничего, он сейчас мне посох по максимуму зарядит, судя по всему. Судя по всему, сейчас у меня будет посох по максимуму заряжен. Меня эти новости устраивают, в принципе. Почему нет? Why not? Так, вот как-то так сделаю расстановку. Так, вот зверь. Чпуньк. Ой, зверя смыло. Ой, ой-ой-ой. Зато посох как зарядил. Смотрите, там пеньки котел ставят, что-то еще делает. Кайф. Еще деньги дал мне. Обожаю. Просто шикарен. Вот бы всегда так. Просто как под заказ мне закинул. Так, берем уровень. Поставлю пока спектру. Я думаю, спектра, в принципе, неплохо как отвлекающий маневр зайдет. Ну да, он себе поставил 4 зверя, 4 морских и думает, что он Манки Кингом справится. Угу. Мне не нравится, что там есть у чувака тоже такой же билд, как у меня. Пять из 9. Не, ну в принципе норм. Нормально. Пусть немножечко почувствует меня. Я тоже, когда в Гнездо Мамора как-то на 10-м раунде закинул нужную фигуру.
Фух. Я как-то на 10-м раунде закинул нужную фигуру в Мамору. И, чтобы вы понимали, она у меня апнулась к 28-му... Короче, к 30-му раунду она у меня апнулась. Я тогда в таком шоке сидел, что сам шок в шоке был. Кстати, неплохие мне предметы падают. Я, наверное, один шарбезный еще оставлю. Ну, это наверное. В принципе, какие мне предметы нужны? БКБ. Было бы неплохо. Не, антимаг не нужен. БКБ было бы не... Так, так, так. А что это значит? А что это значит? Это значит, мы сейчас богов добавим. Если же квапа уже будет не нужна, то я добавлю, естественно, богов. У меня будет 4 бога, 5 драконов, 6 магов. 5 из 9 я хотел. Ну, расти, расти. Расти, у тебя там 47 хп осталось. У меня есть 2 шаробезны против тебя, поэтому расти. Почему я говорю, что у меня 2 шаробезны есть? Возьму. Давай, посох 3-го тира. Так, не, ну это уже заявочка на то, что все будет более-менее хорошо. Так. Мне нужен БКБ. Экзорцизм мне в баню, я его брать не буду. Обидненько. Короче, ребят, по поводу экзорцизма. У меня, я уже не раз говорил, но не берите доспех экзорцизма. Самый бесполезный, кстати, предмет. 4 бога поставим, сейчас посмотрим, как оно будет. Не берите никогда доспех экзорцизма. Никогда не берите его. Почему? Сейчас объясню. Это падла 4-го тира не скидывает дум от слова совсем. Вот вообще не скидывает. Зачем этот предмет теперь нужен? Понятия не имею. Самый useless предмет. Я заявляю, что это предмет не 4-го тира, а даже предмет 2-го тира это. Даже предмет 2-го тира будет намного полезнее. Вот предмет 3-го тира, пира хотел сказать. Чтоб ты... Как ты так кастуешь? Видели только что он смотрел вверх, кастанул вообще в правый верхний угол? Чё? Я уже хотел на этого деда только что нагнать, что он такой, ну, не очень хороший человечек. Ну, мне некого оставить из магов, поэтому я скипну ее. Некого ставить пока что. Лешего нет. В общем, доспех экзорцизма, я считаю, что это самый бесполезный предмет, потому что есть предмет 3-го тира, который намного импактнее. Это мифриловый доспех, который скидывает направленные на вас способности. Самый хороший предмет, потому что если есть шальной дум, то этот предмет вас защитит. Если у вас будет доспех экзорцизма, забудьте. Этот предмет вас не защитит. Кстати, сейчас 2 посоха настакаем по бырику, а потом я его закину в лешего, когда в тройку соберу. Чтобы... О, смыл. Минус 10. Маловато. Маловато. Кстати, чел хорошо придумал. Никса поставил. Если ему это будет помогать, то я, соответственно, ответочку ему поставлю. Хотя на самом деле, придет мне БКБ, ему этот ник не поможет. Блин, я давно так себя отлично не чувствовал. Реально, 100 хп, 8 винстрик. Обалдеть. Давно такого не было. Блин, во рту так жестко пересохло. Не передать словами. Куда ты кастуешь, ты? Че? Не, я сейчас убился об Никса, но меня больше всего удивило то, а каким образом, у меня котел только что закастовал в правый верхний угол, я не понял. Но вы сами видели только что, да? У меня котел закастовал в правый верхний угол. Хотя кастовал он вообще вправо. Ну, кстати, сейчас я буду уничтожать его же оружием. Ставлю вот так вот Никса. Готовься, молодой. Ты меня подловил на этой ошибке.
Ничего страшного. Хотя, на самом деле, когда у меня будет БКБ, мне вообще будет плевать на этого Никса. Я с помощью БКБ смогу спокойно эвейдить способности Никса. Никс не сможет мне вернуть магический урон, когда я буду в БКБ. Понял. Понял, не дурак. Понял, не дурак. Мне нужно срочно БКБ. Потому что там даже есть Хекс. Кстати, доспех экзорцизма. Берите, пикайте. Даже от Хекса не помогает. Не знаю, от чего он может помочь, этот доспех экзорцизма. Наверное, просто помолиться на него и все. То, что он вам пришел. Это единственная, наверное, его способность. Знаете, я сейчас так себя спокойно чувствую из-за того, что у меня 94 хп плюс 1 банка есть. У меня 94 хп, вдумайтесь. Я давно такого не видел. Но то, что там у молодого есть Хекс, это меня не радует. Если я БКБ не нахожу, то у него есть огромный шанс меня вынести. Пока что богов поставлю. Я в любом случае против мобов сейчас. А вот когда будет против магов, я, соответственно, Никса поставлю. Скажем так, нужно противника уничтожать его же оружием. Поэтому драконы, точнее, боги, драконы, маги плюс Никс идеально заходят. Тем не менее, у меня откатываться способность на Никсе будет намного быстрее, поэтому все будет четко. Ух ты, сюда. Сюда. Яичко есть, так. О да. Хороший предмет не пришел. Ладно, медальоны пока оставлю. Мало ли. Сюда. Ну что, мои молодые. Ну что, мои сладкие булочки, вы готовы? Дети, вы готовы? Сейчас я вам покажу, что такое мощь. Не знаю, я сейчас закинул посох в Лешего, но объективно я не особо уверен, что Леший успеет снести Никса. Вот не уверен. Вот у меня есть нотка сомнения. Да я вообще не уверен, что он будет переживать такое вот все. Единственное, в чем я уверен, это в себе. Вот в моем котле. У него БКБ, у него баф богов есть. То есть он будет кастовать сейчас свои способности на изи. У меня, кстати, Грангераль стырил скилл Разора, и я это как-то не заметил. Ой, а что такое? Ой, next. Ну, next так next. Чисто 2 титана магических. Я даже знаю, как я эту катку назову. Сейчас. Надо сролиться. Секунду. Надо сролиться. Так, Никс двойку, замечательно. Когда будет быстрее? Леший. Так, а где мои друиды? А друиды мои где? Ой, там... Короче, говорил за друидов, по итогу что? По итогу там был друид, но я этот момент упустил. Я этот момент упустил. Чё-то как-то я... Короче, невнимательно сыграл свою роль. Я опять Грангерду не переставил, ну ладно. Бжинг. 3 хп у молодого, ну шо. Кстати, надо сейчас Никса поменять местами, потому что у меня чел на Никсе не кастует свои шипы. Если бы он кастанул свои шипы намного раньше... А, так я в любом случае ничего не могу сделать. А если продать... Сейчас последний момент. Хотя, может, и не в последний момент. Вот так вот сделаю. Я хоть и уверен, что его сейчас вынесу на изи. На всякий случай я поставлю от этого вот духа магического, чтобы агрить. У меня, в принципе, котел справляется с всей задачей сносить весь вражеский стол противника. Чпуньк. Чпуньк. Не, ну это красивая игра. Очень красивая игра. Бесспорно, это красивая игра. Мне понравилось. И я доволен своей первой игрой в этом году. Кстати, знаете, что я заметил? У меня же боевого пропуска нет. Я не знаю, когда он будет. А я заметил то, что без
вот этих вот галочек как-то, ну, трудновато играть, если честно. Вот реально трудновато. Я как-то, ну, без них уже не привык. Я уже вот сколько времени? Я, по-моему, 4 пропуска подряд брал. И я уже настолько привык к этим галочкам, что уже как-то даже особо непривычно с ними играть, без них играть, потому что тебе надо думать, кто к тебе придет, гадать, кто к тебе придет, а так хотя бы галочка была, хоть ты мог знать, что к тебе кто-то уже приходил. И, соответственно, ты мог и под него подстраиваться хоть как-то. Ай, ладно. В общем, что я хочу сказать. Котел ранний в 3 звезды с магическим посохом третьего тира — это имбуля. Но намного имбаланснее, это М все-таки в тройку. Потому что если он под магами, то если против вас много маны, антимаг прям шедевр, а не герой. Плюс этот посох третьего тира работает на типа... Ну, короче, вы все прекрасно знаете и без меня. Посох третьего тира — это имба как для магов, так и, соответственно, для антимага, потому что у него магический скилл без КД. Ставите 9, ставите волшебника, ставите 9 магов, ставите антимага, это посох третьего тира, и погнали наших городских. Просто АМ в тройку будет взрывать все и вся. На своем пути не оставит никакого живого места. Там будет просто черная дыра в том месте, где будет антимаг драться. Работает только против тех, у кого есть мана. Вот. Вот идея с Никсом, конечно, это классная идея, но это игра в обе стороны, молодой. Но это было прикольно, то, что он Никса поставил. Мало кто эту фишечку юзает, даже я ее очень редко юзаю, но на самом деле поставить Никса против драконов-магов — это то, что доктор прописал. Поэтому, ребят, берите на заметку. Если против вас есть сильный противник, у которого нет БКБ, то Никс прекрасно справится со своей задачей, естественно, если его в первую очередь не снесут, хотя его не должны снести. В общем, первая катка в этом году, и она никомом. Замечательно. Мне нравится. Что думаете насчет этой катки, вы, соответственно, напишите в комментариях. А так, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои лайки, естественно, комментарии, что думаете по поводу катки. И в целом, делитесь своими эмоциями. А также не забывайте подписаться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!